С вами Карина Загоскина, королева зефирных цветов. Сегодняшний наш эфир очень волнительный, потому что я буду делать сразу два эксперимента, которые я не делала ни разу. Мы сейчас в прямом эфире будем это все пробовать впервые, по крайней мере, я это точно. И поэтому у нас прям экшен получается. Итак, тема сегодняшнего эфира, во-первых, зефир на мармеладе, а во-вторых, мы будем сегодня делать пион новыми насадками. Пока народ собирается, пока я буду рассказывать о себе, давайте познакомимся. Расскажите, пожалуйста, из какого вы города, занимаетесь ли вы зефирными цветами, хотите ли вы заниматься зефирными цветами, знаете ли вы меня. Итак, вкратце, как я уже говорила, меня зовут Карина Загоскина. На прямом эфире я с распущенными волосами, потому что я делаю те цветы, которые я делаю на прямых эфирах, я их не использую в качестве еды. Они просто у меня засыхают, стоят в качестве демонстрационных каких-то вещей. Вот, например, букет с клубникой. Он у меня теперь для того, чтобы делать наш с вами кадр ярче. Когда их накопится много, я, наверное, их все выкину. Вот. Поэтому можете не переживать. Работаю я совсем в другом виде, когда делаю работы, зефирные букеты на заказ. Зефиром я занимаюсь уже 2 года. Первый год я работала на заказ, второй год я стала преподавать. Для меня зефир всегда был очень простым, скучным, неинтересным и невкусным. Поэтому, когда я увидела впервые в интернете букеты с зефирными цветами, меня это очень заинтересовало, потому что наконец-таки я поняла, куда можно приложить все зефирные свойства. Меня категорически не устраивали рецепты других мастеров, вообще любые рецепты из интернета. Я вывела свой рецепт и поняла, что я сделала все правильно. Потом, пообщавшись с технологами производства, оказалось, что мои собственные находки оказались давным-давно известными технологам крупных производств. Так что в принципе, я была, конечно, и стремилась всегда к тому, чтобы в одиночку сделать мини-производство. Я этого добилась. Зефир у меня высокого качества, цветы у меня из зефира тоже всегда упругие, сочные, воздушные. Именно потому, что я соблюдаю технологии, как при приготовлении зефира, так и при создании цветов. Так как мои цветы единственные в натуральную величину, те, кто делает цветы в натуральную величину, либо преподает, это мои ученики. Был большой спрос на это, естественно, есть сейчас, так как у нас очень большой плюс, когда мы можем сделать 7 цветочков, и у нас будет вот такого размера букет. Всего-навсего 7 цветов. И это огромный плюс перед конкурентами, потому что сейчас у нас очень много девочек, кто начал заниматься зефиром последний год. Но у всех, как правило, очень красивые букеты, но цветочки маленькие. Сделать вот такой цветочек и вот такой цветочек по времени одинаково, потому что количество лепестков у них одно и то же. Так как у нас сохраняется эфир вместе с комментариями, я потом на все комментарии буду отвечать. Так что какие вопросы вдруг, если я все-таки увижу, я на них, конечно же, отвечу. А так, потом после эфира на все комментарии, которые у нас с вами будут видны, я отвечу все. Что-то я сегодня не могу разговориться, собраться с мыслями. Итак, тема сегодняшнего эфира у нас зефир на мармеладе. У меня мармелад со вкусом малины. Вот такой обычный, он у меня высыпался весь кулечек. Это красная цена. Чем хорош мармелад? Тем, что он содержит пектин, если это правильный мармелад. Поэтому мы просто-напросто сделаем варенье из мармелада, то есть растворим его в воде.
Как раз сейчас этим и займемся, чтобы время не терять. Положим мармелад. Я буду делать все на глаз, потом, ну, запоминать, естественно. Мармелад у нас обсыпан сахаром, и он сладкий. Так, у нас, давайте мы положим мармелада 150 граммов, а воды нальем 250. У нас это будет подольше, пока поболтаем. Нам нужно мармелад растопить. Я понятия не имею, как долго и быстро топится мармелад, и топится ли он вообще. Поэтому сейчас мы как раз таки и проэкспериментируем с этим. Так как мы с вами, это получится технологически, это заварной зефир. Только что сделала георгины по вашему рецепту, постоянно пользуюсь им. Прекрасно. Спасибо за обратную связь. Не за что. Для чего я тут стою? Значит, смотрите, у нас с вами будет заварной зефир. Я в прямом эфире никогда, по-моему, не делала даже. Стойте, у меня тут штативчик убегает куда-то. Куда ты убегаешь? Ты же вроде хорошо должен быть закручен. Итак, значит, еще раз. Я занимаюсь зефиром 2 года. Год работала на заказ, 2-й год преподаю. Выучила очно больше 300 учеников. Во время обучения я разработала методику обучения, которая позволяет учить и онлайн. У меня есть большой курс, вернее 3 курса: Light, Стандарт и VIP, где 10, 20, по-моему, или 12, 11, 12, 24, 36, соответственно, количество цветов. Разная стоимость. У меня на страничке School Pecorino есть все расценки и описание курсов. Заходите, смотрите. Помимо этого, сейчас у меня в разработке стартанул курс «База», который позволит нам сделать что? Когда вы делаете, научаетесь работать с теми или иными насадками, вы начинаете понимать, для чего каждая насадка нужна. И поэтому, когда вы смотрите на живой цветок, вы уже можете прикинуть, каким образом, какой насадкой можно повторить лепесток этого живого цветка. Поэтому этот курс пойдет и новичкам, тем, которые хотят наконец-таки понимать, как правильно держать в руках мешок, какой насадкой работать, так и профессионалам, которые захотят расти дальше и быть конкурентоспособными с остальными мастерами, так как наш следующий этап – это создание букетов по мотивам живых цветов. На 3-й эфир подряд я обещаю выложить фотографию живого букета, для того, чтобы вы сравнили. И все время забываю. Вот у меня букет по мотивам живых цветов, по мотивам живого букета. Вот так он выглядит. То есть мы смотрим на цветок, какие оттенки, как у него располагаются лепестки, какой они формы, какой цветок формы. Думаем, как сделать воздушные элементы, вот такие вот, которые у нас там на ножке. Все это мы можем применить после того, как мы пройдем курс «База». Вот такие вот шикарные букеты у вас будут получаться. Я первая сделала пион в натуральную величину из зефира и даже больше. Я первая сделала вот такие шикарные лилии, которые размером большущие, глубокие. Видите, какие они? Тоже я стремлюсь к тому, чтобы мои цветы выглядели натурально. Итак, пока хвастаюсь своими достижениями, у нас наш мармелад постепенно превращается в сироп. Воды я туда налила многовато, сразу скажу, потому что перестраховалась. Лучше больше, чем меньше. Поэтому мы ждем, пока он выкипит.
можем потихоньку запускать, взбиваться белки. Значит, в заварной технологии у нас белки взбиваются сначала на средней скорости без ничего до мыльной пены, либо мягких пиков. И после того, как они у нас взбились до такой консистенции, мы начинаем добавлять туда сахар. Итак, белка мы с вами возьмем. Сколько мы с вами возьмем белка? 35 грамм. Рецепт этого зефира, если он у нас получится, будет, конечно же, в следующем посте. Если не получится, то мы сделаем обычный мой классический зефир. Так, взбиваем на средней скорости. Я вам сейчас картинку поднесу поближе, а сама пойду за наушниками. Потихонечку взбивается наш белок. Прекрасно. Итак, наши белки. Сейчас я подключу гарнитуру. Наши белки взбились до мыльной пены. Так, гарнитура. Все прекрасно. Bluetooth connected. Продолжаем нашу историю дальше. Следующее, что мы будем делать. Так. Нам нужно теперь наш растворившийся мармелад, вот так он выглядит. Это просто сиропчик. Мы сейчас в него добавим агар. Как он пахнет вкусно малинкой. Агар я буду добавлять следующим образом. Агара я положу 6 граммов. В заварной зефир нужно агара чуть-чуть побольше, чем в классический. И разведу небольшим количеством воды его. Для того, чтобы у агара, простите, что пальцем, у нас зефир не для еды, поэтому пользуемся, чтобы у агара не было шока от горячей воды, да, мы его разбавляем, сколько я положила, ну 50-60 граммов водички, не критично, 1 к 10. И выливаем сироп. Здесь в этом сиропе у нас минимум сахара, только тот сахар, который был в мармеладе и на обсыпке мармелада. Почему? Потому что агар при раскрытии своих желирующих свойств не любит сахар. Сахар сковывает агар, не дает ему распуститься пышным цветом.
Посмотрите, как прекрасно все закипело. Дадим ему минутку покипеть. Вот почему я не люблю заварной вариант, потому что это долго. Всыпать этот сахар тонкой струйкой. Просто если будете упрощать и сокращать процесс, то хорошего воздушного заварного зефира, да что ж такое, что у меня со светом происходит, вы не получите, к сожалению. У вас будет он более резиновый, если мы будем сравнивать с зефиром по классической технологии. Итак, теперь нам нужен сахар. Сахара мы положим, сейчас положим. Сахара мы положим 120 граммов. Ага, из них часть сахара мы должны добавить белки. Я не делаю, поэтому давайте, там у нас белка 35, сахара мы 50 граммов добавим в белки. Давайте, пусть будет 60. Все на глаз. И тонкой струйкой начинаем. Прибавляем скорость на единичку. И тонкой струйкой начинаем всыпать сахар. Как вам видно? Нам нужно взбить белок до жестких пиков. Теперь добавляем сахар в сироп. Вот, там было у нас 70 граммов, я сюда добавлю 80, сахара чуть побольше положу. Запоминайте, девчонки, я ж потом забуду. Всыпаем сахар. Ну, уже я точно знаю, что воды нужно не 250, а поменьше. Так, у нас... Я здесь слегка убавила скорость, уменьшила скорость миксера, потому что у нас белок уже в принципе готов. Мы ждем закипания нашего сиропа. Я думаю, мармелада туда можно... Давайте ради эксперимента закинем еще. Посмотрим, растворится ли мармелад в агаровом геле. Если не растворится, мы его просто процедим. Значит, всего мармелада у нас было, сейчас я скажу, сколько граммов. Где там наша бумажечка? В итоге мы положили 300 граммов мармелада. Сейчас мы его растворим, он хорошо, быстро растворяется. Можно даже прибавить мощность. По крайней мере, в воде он растворялся шикарно. Но вот в агаровом сиропе он особо не торопится. Но я думаю, мы все равно это сделаем.
Так, пусть пока кипит. Мармелад особо не горит растворяться, я вам скажу. В воде растворялся шикарно. В агаре придется ему немножко помочь. Поможем мы ему блендером. Зато сироп сварился шикарный. Так, проверяем. Еще некоторые комочки остались. Сейчас мы... Итак, что мы получили? Какой результат? Мармелада нужно больше, то есть мармелада нужно на порцию 300 граммов, это 100%. Мармелад растворяется в воде, не в сиропе агаровом. В сиропе агаровом он растворяется паршиво. Записываем, запоминаем. Все. По поводу варки сиропа. До какой консистенции мы его варим? Да что ж у меня сегодня ничего не стоит? Ни по термометру, ни по времени. Сами видели, да? Мы доделали одно, добавили другое, ждали. Видите, у нас тянутся за капельками ниточки, сопельки. Вот это готовность сиропа. Иногда тянутся ниточки, если чуть-чуть дольше поварить. Но мне уже не терпится побыстрее сделать зефир. Поэтому мы сейчас уже будем вводить сироп в белки. Я прибавила скорость миксера. Вот, смотрите, готовность сиропа. Тяжелые ленивые капельки. Мне самой дико интересно, получится у нас что-нибудь или нет. Белки мы запустили взбиваться рано, поэтому есть вероятность того, что они у нас перебились. Сейчас мы это проверим.
Пока у нас все идет хорошо. Мне нравится, как себя ведет масса. Она пахнет малиной. Фактически мы отличный способ, если у вас нет пектина, вы собрались варить варенье для зефира сами, то вы сначала в воде растворяете мармелад, а потом добавляете ягоды и варите варенье. Это у вас будет ваш естественный загуститель. Ну и по классике я добавлю щепоточку лимонной кислоты, чтобы наш зефирчик был кисло-сладеньким. Я наш зефир красить не буду. Он уже почти готов. Слышно характерные хлопки. И видны ямки вокруг венчика. Бинго! Наш зефир готов. Главное его не перебить. Так, где там я? Так, это все, конечно, хорошо, но я забыла мешок. Так, ну вроде бы у меня здесь мешки были. Мешки, большие мешки. Да. Мой огромный 70-сантиметровый мешочек меня выручит сейчас. Вот смотрите, зная свойства всех ингредиентов, которые мы использовали в зефире, попробовав сделать его в первый раз, мы получили отличный результат, потому что мы знали, что мы делали с вами. Мы знали, что у нас белки ведут себя так, агару нужно вот это, мармелад тоже в процессе, мы поняли, чего от него ждать. Поэтому на выходе мы получаем отличный результат. Прекрасный зефир. Так что первая наша часть экспериментальная с зефиром прошла успешно. Обратите внимание, что я не включала подогрев чаши. С подогревом было бы быстрее, взбился бы белок, но я не видела в этом смысла, так как это не спортивно, и заварной зефир всегда более горячий, потому что масса, которую мы вливаем в сироп, она больше. Так, осторожно. Итак, вторая часть марлезонского балета, нашего экспериментального эфира, это создание пиона новыми насадками. Прячем пока в мешок в теплый наш зефир. И какие мы насадки будем использовать? Я попробую насадку 402 и 402L. Она такая здоровенная, побольше. И на крайние лепестки у нас 202 насадка. Ну и для тычинок, будут у нас еще с тычинками, это насадка травка. Она без номера, диаметр ее вот этот вот 16 миллиметров.
Так как у нас зефир не окрашен, а нам хочется цветных пионов, красивых, мы будем красить зефир в процессе создания цветов. Для этого мы будем делать все поэтапно. Сначала мы сделаем серединки пионов и окрасим их тычинки в желтый. Я не буду делать пестик, это уже слишком много мороки. Без объяснений по-быстрому я, естественно, бы справилась, но здесь я просто не хочу, чтобы наш зефир застыл, так как все-таки это не белковый заварной крем, на котором можно не спеша все показывать. У меня подготовлены, у вас должны быть все насадки, если вы работаете зефиром. Итак, основание. Основание пиона. Вертикально держим насадочку, растим вот такую шишечку. Разного размера у меня будут пионы, разной степени раскрытости, потому что я сегодня никуда не тороплюсь, и я сделаю букет из этих пиончиков. Ну, по крайней мере, постараюсь. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7. Все. Меняем наш мешочек на насадку травка. Я покажу на гвозде один, а дальше будем буду делать на бумажке на столе. Тоже просто не касаясь, дожидаемся, пока выдавится, и делаем по кругу несколько отсадок тычиночек. Не во всех пионах у нас будут серединки. Давайте сделаем в 3. А у меня сейчас насадка выскочит. Насадку травка нужно придерживать. Когда зефир плотный, ее выдавливает. Или ладно, на 4 сделаем. Все, готово. Меняем нашу насадочку на следующую. Следующая это 402. Дальше поехали. Сейчас мы начинаем делать внутренние лепесточки пионов. Насадка стоит вертикально, и мы как бы слегка движение делаем, закрывающие тычинки. Вот идем по кругу, отрываем вот такие вот неровные лепесточки. Все, 2 ряда проходим по всем нашим заготовочкам.
У меня такое ощущение, что что-то в насадку попало. Там же у нас были недорастворившиеся кусочки зефира. Видимо, застряли. Вот у нас зефир почти схватился уже. Можно браться за него руками. Девочка пишет, ваш подсолнух по ходу 402 сделан. Близко! Блин, зефир горячий, мешки и плотные, мешки вылазят. Держать и делать на весу. Хана. Меняем на 402L. Так, я забыла покрасить серединку. Берем желтый краситель. И пока не началось, окрашиваю тычинки в желтый цвет. И слегка можно чуть-чуть оранжевого добавить, чтобы желтый был не такой противный, лимонный, а более натуральный. Противный, лимонный. Что-то много сегодня задач, у меня в голове идет процесс. Что, как дальше, как придумать дальше. Так, придумываем дальше. Следующий у нас. Уже будем делать большой насадкой. Здесь у нас будет пион закрытый, без серединки. А что, ничего так получается? Вот такой вот закрытый пиончик. В эту я влезла, растормошила. Так, и теперь те, которые мы отрабатывали 402 маленькой, проходим вокруг 402 L. Основание надо было делать больше. Вот такой большой пушнючий пион. Тарам-тарам-тарам. Так как у нас много цветков, вся эта история у нас затягивается. Так. Как вы заменяете насадки? Девушка пишет, что она совсем новичок, не поймет, как я заменяю насадки. У меня насадки вставлены в пустые мешки. Я просто меняю, вытаскиваю основной мешок, синенький, и перекладываю его в другие. Все просто. Нет же переходника для разного диаметра. О боже, зачем я сняла? Для разного диаметра насадок. Поэтому надо извернуться и придумать.
Не люблю я заварной зефир. Он хорошо подходит для тюльпанов, кстати, которые одной насадкой отсаживаются. Для меня он плотноват. Может быть, потому что я еще перебила белок. Но кто-то, наоборот, любит такой более плотненький зефирчик. Мне нравится, когда зефир воздушный. Он прям тает во рту. А этот приятно погрызть. Ну, покусать, в смысле. Что ж, мы сделали внутреннюю часть лепесточка. Меняем насадку на финишную. Вот уже сейчас я вижу, что нужна не 202 насадка, а 874, чуть поменьше. Но мне за ней идти лень, поэтому у нас тут получится один, наверное, пион полный, а остальные я доделаю уже без вас. Так, какой мы выберем? Берем средненький. Значит, у нас два ряда маленькой 402, два ряда большой 402 L, а сейчас мы будем делать большие лепестки. Сбоку ставим насадочку и движением вверх и к себе в стык мы делаем вот такие лепесточки. Можно сразу по два, кстати, было делать. Это похоже даже на розу Остина. И последний ряд уже открытых лепесточков. И он был лишним, потому что у таких пионов только один ряд двойных лепестков. Сделали выводы. Так, давайте выжмем остатки. Господи, как я люблю пачкаться в зефире, вы не представляете. Сделаем на пиончике без серединки. Не хватит. Ой, не хватит нам зефира. Ну так. Ну, на пион это более чем похоже. Я думаю, чуть-чуть доработать. И будет самое то. Розовым цветом окрашиваем. Смотрите, я беру бумажку и фиксирую ее на гвозде, чтобы она, не дай бог, не соскочила. Но она соскочила. Мы не сильно травмировали. Назовите хотя бы один мой эфир, в котором что-нибудь не упадет. Как настоящий. Бинго. Девчонки, смотрите, какой крутой пион получился. Я молодец. Как всегда. Я, честно говоря, думала, облажаюсь. Ярко-ярко выраженный малиновый вкус. Но белый цвет. Грубо говоря, мы сварили зефир на ароматизаторе малина. И это неплохо очень, потому что
когда вы будете варить из настоящей малины варенье для зефира, малина у нас очень водянистая. И для того, чтобы ее не варить до Ишачьей Пасхи, для того, чтобы нам избавиться от лишней жидкости, мы просто добавим туда малиновый мармелад. И он нам придаст аромат и заодно загустит варенье. Ну что, мы с вами молодцы. Ну что, девочки, я вот прям в прямом эфире, да, впервые в жизни сварила новый зефир. Вы сами видели, что я на ходу изобретала пропорции. Как вы думаете, смогу я вас научить делать классный зефир или нет? Тем более, что я объясняю все, почему и что, для чего мы делаем. Эти у нас пиончики сейчас останутся дожидаться своего часа. Я сейчас прям сразу после эфира заведу новую партию и доделаю. Если хотите, давайте заведем одну партию уже классического зефира. Если у нас есть время, сколько у вас? 47 минут. Нет, у нас в час мы не уложимся, к сожалению. Когда-нибудь я на своей страничке буду вещать, мы сделаем длинный эфир. Я уже буду доделывать. Можно даже вот такой пион оставить, тоже очень красиво. Уж буду доделывать сама. Так, ну что? Что? Фото на память? Сейчас нужно красивый фон придумать. На фоне моих классических пионов. Сначала с маленьким. Скриним. Мы как, те, кто новенькие, мы скриним меня, вы скрините меня. Отправляете мне в личку самые удачные фотографии, я потом, скрины, я потом у себя на страничке публикую. Так, и с большим. Так, надо его покрасивее взять. Смотрите, рассказываю вам про плюсы заварного зефира. Он очень неплох для новичков. Если этот новичок прекрасно разбирается в степени взбивания белка. Вот, допустим, этот белок я перебила. Если там нужно подгадать время, когда наш белок нужно будет начать взбивать, чтобы он был у нас идеальным. А идеальное состояние — это когда только-только белок стал жесткими пиками. Если он долго уже болтается в таком состоянии, то качество зефира он будет плотноват. Вот. И он долго застывает, этот зефир. Это большой плюс. Он более горячий. Для тех девочек, у кого нет Kenwood Cooking шефа с подогревом, это прекрасная возможность изначально варить такой зефир. Он слегка тянется. Кончик у него такой тянущийся. Он великолепно подходит для тюльпанов специальной тюльпанной насадкой. Поэтому заварной зефир, он имеет место быть. У меня на курсе тоже есть варианты заварного, вернее, я даю всегда базу, девочки, я даю базу, на основе которой вы можете там миллион вкусов создать. То есть один рецепт, а потом вы сами уже туда начинаете играть, да. Для еды без цветочков, просто для того, чтобы отсадить розеточки, вы можете добавлять варенье, смотреть, до какого момента
вот этот зефир будет взбиваться, потому что для того, чтобы остался просто след, да, рельеф, нам не нужно жестко колом взбивать зефир, поэтому зефир, чем больше соотношение белка к варенью, тем он жестче и пышнее взбивается. То есть самый идеальный цветочный зефир вообще без варенья, то есть это белок, заваренный агаровым сиропом с сахаром. Но он не будет иметь вкуса, он будет такой вот просто сладенькая пенка. Поэтому, естественно, в зефир мы добавляем варенье для того, чтобы он был вкусный. И то количество варенья, которое вы с вами добавите, будет зависеть от этого количества варенья, будет зависеть пышность зефира. Каждый фрукт, каждая ягода взбиваются по-своему. Я даю базу с минимальным количеством варенья для того, чтобы у вас 100% взбился зефир. А дальше, когда вы уже будете на короткой ноге со всеми стадиями зефира, тогда вы сможете прекрасно отходить вправо, влево и понимать, для чего, что вам нужно, какое количество варенья вам понадобится для того, чтобы сделать такой цветочек, какое количество варенья там другой цветочек и прочее, прочее. Ну что, девочки, сейчас я отвечу на ваши комментарии. И вернее, нет, пока по горячим следам я лучше сделаю сейчас вторую порцию зефира, доделаю пионы. Отвечу на ваши комментарии обязательно в посте. И до новых встреч. Очень жду встречи с вами. И самое главное, приходите, пожалуйста, ко мне учиться. Так как я основатель вообще идеи, да, крупных этих цветов натуральную величину, так как я на короткой ноге с зефиром, я знаю о нем практически все. Пишите, пожалуйста, мне в личные комментарии база. Я даже думаю, что какую-то скидку надо вам дать. Стоимость курса сейчас у меня 9900 с поддержкой, то есть с домашними заданиями и сертификатом. И, по-моему, 5900, я уже, честно говоря, не помню, без поддержки для самостоятельного ознакомления. Поэтому приходите, смотрите мои большие курсы, может быть, вам они понравятся. И ждите новых анонсов, будут еще какие-то продукты, я думаю, интересные, для того, чтобы вы просто попробовали свои силы. И на кону, наверное, будет курс на носу просто по зефиру, да, для новичков совсем, чтобы научиться делать зефир. Так что вот так, всех люблю, целую, ждите ответов на комментарии. Пойду я доделывать эту красоту, нужно же сделать букет.